Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 25 ноября. Обращаем ваше внимание, что у нас сегодня суббота. Обращаем также внимание, что сегодня достаточно доходный, прибыльный и в то же время волшебный день. Поэтому обязательно нарисуйте эту цифру на достаток и скажите определенные слова для того, чтобы в вашей жизни действительно были все мыслимые и немыслимые блага. Давайте дальше с вами, друзья, разбираться, а что же нас с вами ждет в этот день, 25 ноября. Итак, сегодня, друзья, у нас с вами суббота, выходной день. Также обращаем ваше внимание, что это последняя суббота ноября. И сегодня у нас с вами 12 и 13 сутки, растущая луна в знаке зодиака Телец. Что же этот день несет в себе? Давайте вместе с вами будем разбираться. Дело в том, что сегодня многие ситуации, многие моменты в вашей жизни будут повторяться. Вы даже будете удивлены, как может даже в вашей жизни появиться тот человек, о котором вы забыли или который вам не интересен. Но он попробует вас заново научить и попытаться, чтобы вы сделали работу над ошибками. Очень многие люди думают, что в нашей жизни появляются люди случайно, но вы должны понимать, что никогда ничего в нашей жизни просто так не бывает. И нет понятия случайности. Поэтому, когда в вашей жизни приходят какие-то определенные знаки, обязательно подумайте и разберитесь, задайте себе вопросы. Вы увидите, как в ближайшее время ангелы-хранители, высшие силы обязательно вас подтолкнут, подскажут вам, что вам нужно делать. Кроме того, у некоторых людей сегодня ни с того ни с сего будут проявляться какие-то старые проблемы. При этом это будут разные ситуации, на которые вам обязательно стоит обращать особое внимание. Также обращаем ваше внимание, что если вы видите, что сегодня люди создают вам какие-то проблемы, неприятности, то, пожалуйста, проанализируйте и подумайте, а почему же так все происходит. Также сегодня не стоит тратить свое время на сбор бесполезной информации. Почему? Потому что эта информация мешает вам анализировать, мешает вашему разуму, и вам в какой-то момент даже становится трудно сделать правильный выбор, даже вот в тех ситуациях, где он был очевиден и понятен для вас. Поэтому очень важно, чтобы вы сегодня слышали свое сердце. Это очень важно, чтобы вы верили в себя, в свои силы, знаете о том, что у вас обязательно все получится. Иногда просто есть люди в нашем окружении, которые мешают нам мыслить, мешают нам думать. Почему они это делают? Они неосознанно заставляют нас становиться лучшим из лучших. Кроме того, рекомендуем вам сегодня освобождаться от груза прошлого, если он давит и мешает вам жить. Ну, например, в вашей жизни есть какая-то боль, есть какие-то проблемы, есть партнерские отношения, о которых вам сложно и тяжело. Убирайте это из своей жизни, прощайтесь с этим, убирайте эти обиды. Помните о том, что пока вы несете вот этот мешок своего прошлого, вот именно мешок, такой вот груз, то вы не можете быстрее двигаться, вы не можете видеть то, что вокруг вас происходит и к чему вы должны прийти. Поэтому, пожалуйста, даже если вы обижены очень сильно и вы не хотите воспринимать ту или иную информацию, потому что считаете, что вы правы, помните о том, что иногда нужно наступить один шаг назад, чтобы потом сделать 2 шага вперед. Помните об этом. Будьте немножечко мудрее, будьте немножечко терпеливее. Это важно. Также обращаем ваше внимание, что касательно бизнеса, касательно денег, то сегодня ваша задача отдыхать больше. Поэтому, если это касается бизнеса, денег, конечно же, обсуждайте, обговаривайте, но желательно это не глобально, а именно детально, попунктно проговаривать. Кроме того, если у вас есть начатые какие-то дела, обязательно их сегодня нужно завершить, не стоит их бросать. Бывает так, что человек начал с утра и думал, что он к вечеру это закончит, сделает или закроет вопрос. Но ввиду того, что появляются какие-то форс-мажоры, человек не смог это сделать. Поэтому лучше закончите вот те дела, за которые вы раньше брались. Также сегодня очень хорошо проводить любые финансовые операции, заключать краткосрочные сделки. А у людей, чья деятельность связана с торговлей, может проявиться перспектива быстрого роста. Поэтому, друзья, обращайте на это особое внимание. Кроме того, кто сегодня занимается торговлей, сферой услуг,
услуг. Обращайте внимание на своих клиентов, потому что сегодня клиенты будут открыты, именно те клиенты, которые ваши постоянные, и не забывайте их спрашивать, что бы они хотели видеть в вашем сервисе, в вашем товаре, в ваших услугах и так далее. Говорите, просто можете проводить даже анонимное анкетирование, просто просите, услышьте своих клиентов. Почему? Потому что очень часто в нашем окружении есть клиенты, которые, возможно, вам могут подсказать, как лучше сделать, что лучше сделать, при этом с минимальными расходами. Помните об этом. Далее обращаем ваше внимание, что сегодня не стоит выяснять отношения. Почему? Потому что если вы сегодня решите выяснять отношения, спорить, ругаться, то в первую очередь будут всплывать какие-то нерешенные ситуации. И это вы будете только заострять, и тем самым вы не придете ни к чему. И вообще энергия этого дня неблагоприятна для тех людей, кто ссорится, кто конфликтует, кто несет негатив в этот мир. Вообще нам нужно с вами созидать, творить. Да, это очень сложно ввиду тех обстоятельств, которые постоянно проявляются в жизни людей. Но все же, кроме того, сегодня благоприятно общаться с людьми, которые вас понимают, которые вас поддерживают. Сегодня хорошо общаться с близкими, с родными. Также сегодня хорошо получать любую информацию. Да, возможно, она вам на данном этапе непонятна, не ясна, но вы должны понимать и то, что получая ту или иную информацию, вы сможете в дальнейшем понять и разобраться, как вам дальше двигаться и что вам делать. Так что обратите на это особое внимание. Что же касательно здоровья, то обращаем ваше внимание, что болезни этого дня могут быть длительными, но в то же время сегодня хорошо усваиваются и лекарства, и косметические средства. В этот день можно удалять пятна, родинки, убирать морщины. Также сегодня хорошо проводить процедуры по омоложению, по очищению, но нельзя сегодня голодать. Почему? Потому что именно в этот день, 25 ноября, наш желудок именно требует нагрузки. Но опять же, это не значит, что нужно переедать. Нет, просто постарайтесь сегодня время от времени что-то бросать в свой желудок, чтобы он был занят. Это очень важно. Что же касательно стрижки волос, то стрижка волос в этот день будет удачной, придаст свежесть и привлекательность. Больше того, может даже принести счастье в вашу жизнь. Поэтому, если вы давно не были в парикмахерской, то, возможно, сегодня, 25 ноября, стоит все-таки ее посетить. Также обращаем ваше внимание, сегодня хорошо работать и читать молитвы. Какие молитвы? На ваше усмотрение. Не знаете никаких молитв, нет желания читать молитв, бывает такое. Тогда говорите те слова от чистого сердца. И, конечно же, сегодня хорошо работать с иконами Божьей Матери. С какой иконой? Которая вам по душе. Сходите сегодня в церковь, в храм, возможно, есть какие-то мысли, которые вам не дают спокойно жить и двигаться. Да, будьте осторожны, но возможно, через определенные слова, через молитвы, через аффирмации вы поймете, как вам дальше двигаться и что вам нужно делать. Помните о том, что чем больше вы общаетесь с самим собой, не в плане того, что что-то бручите лишь бы себе под нос, нет, а именно общаетесь, вытаскиваете информацию из своего сердца, тем быстрее в вашу жизнь придет то, что действительно вам бы хотелось, вы истинно в это верите. Также еще хотим подвести итог, сказать о том, что сегодня очень хорошо переосмыслять свое прошлое. Это очень важно. Кроме того, обращаем ваше внимание, сегодня хорошо анализировать, делать работу над ошибками, делать определенные выводы. Также сегодня благоприятен день, где все, что связано именно с коллективом и командной работой. Но в то же время по лунному календарю сегодняшний день неблагоприятен для путешествий, потому что есть вероятность, что все может закончиться для вас потерями или, как вариант, разочарованием. Что же касательно общения с начальством, то хоть сегодня и выходной день, но по лунному календарю сегодня достаточно благоприятный день для общения, для обсуждения каких-то важных
и нужных вопросов. Что касательно смены места работы, то сегодня один из худших дней для смены работы. Даже если вам сегодня приглашают на собеседование и обещают золотые горы, будьте сегодня все-таки предельно внимательными и осторожными. Не давайте сразу ответ ни да, ни нет, потому что в ближайшие дни всплывет очень важная ценная информация, которая поможет вам принять то ценное решение. Что же касательно недвижимости, то сегодня хорошо именно заниматься планированием. Это может быть планированием покупки, продажи, обмен, вообще все, что связано со сделкой. Возможно, нужно подготавливать потихонечку документы и так далее, и так далее. Что же касательно зачатия, сегодня крайне неблагоприятный день для зачатия. Физическая нагрузка в этот день вам точно не повредит. И сегодняшний день, обращаем ваше внимание, к сожалению, не подходит для глобальных домашних дел, поэтому если вы не планировали заниматься уборкой, и это хорошо, не тратьте на это время, ни к чему это не приведет, потому что в начале дня вы будете чувствовать уверенность, энергию, а уже после обеда, к сожалению, вам уже будет сложнее, и просто-навсего вы не закончите то, что начали, и к концу дня уже вас это все будет разочаровывать, и вы не будете понимать, зачем вы это начали, когда произошли те или иные ситуации. Что же касательно снов, то сны – это сегодня один из способов понять, что же вас в действительности беспокоит, потому что сновидения будут этой ночи правдивы, они отражают те или иные проблемы, которые вам нужно решать в ближайшее время. Ну а теперь давайте вернемся к нашему архангелу Михаилу и посмотрим, что же он нам на этот день советует, что же нам на этот день говорит. Итак, друзья, выпала карта на сегодняшний день, которая говорит следующую информацию, что ваша интуиция реальна и ей следует доверять. О чем это? О том, что вы на данном этапе в жизни где-то чувствуете себя неуверенно, вы не знаете, что вам делать, как вам поступать, куда вам идти. Но именно эта карта говорит о том, что в вашей жизни вам нужно обращаться к своей интуиции, к мыслям, к идеям, к своим чувствам, потому что вы действительно через это вы прочувствуете то, какое же вам принять быстрое решение. Да, у человека есть страхи, есть какие-то боязни, потому что нам так навязали обществом, что не дай бог ты что-то не так сделаешь, и ты совершишь неверный шаг. Но вы должны понимать о том, что на уровне Вселенной нет понятия неверного шага или сделанной какой-то ошибки. Почему? Потому что любой шаг, который вы совершаете, это ваш жизненный опыт. Как вы, например, можете знать, что вода горячая, пока вы не дотронетесь один раз. И сделав один раз, вы уже второй раз этого не будете делать. Вы будете думать, как взять прихватку, например, или взять за ручку и так далее. Поэтому вот так вот и в жизни. Поэтому думайте, и ваше все то, что вы мыслите, обязательно проявится в этом материальном мире. Также обращаем ваше внимание, что интуиция сегодня будет на вашей стороне. Даже если вы не понимаете, в каком вам на данном направлении двигаться, помните о том, что ваша интуиция, ваши мысли, ваши идеи вам подскажут и направят на путь истины. Также обращаем ваше внимание, что в вашем окружении сегодня могут появляться люди, которым не стоит доверять. При этом это будут люди, знаете, такие временщики. Они пришли, что-то попытались у вас узнать, одолжить деньги, знаете, проявить себя не с очень хорошей стороны. При этом вы на какой-то момент будете в каком-то таком находиться в затуманенном состоянии. Поэтому ваша задача не обращать на это внимания. И даже если вы что-то сделаете, не стоит реагировать агрессивно. Помните об этом. Помните о том, что вы все делаете правильно, так как вы чувствуете, как вы понимаете на данном этапе. Ну а касательно молитвы, которую мы рекомендуем вам прочитать в этот день, она звучит, друзья, следующим образом. Прошу, помоги мне отчетливо слышать, видеть, чувствовать и узнать высшее предназначение, о котором я прошу и молюсь. Помоги мне удержать мой эгоизм, чтобы твоя мудрость прошла через меня на пользу мне и тем, кто меня окружает. Напоминаю вам, что слова этой молитвы будут в описании
описании к этому видео. Также в комментариях к этому видео напишите о том, что я доверяю своей интуиции и я верю в самое лучшее. Возможно, у вас есть какие-то мысли, связанные какими-то с тяжелыми мыслями. Обязательно пропишите в комментариях к этому видео, и вы увидите, как вам не только станет легче, но вы поймете, как вам нужно дальше двигаться и что делать. Ну и как мы вам говорили, обязательно сегодня нарисуйте следующие цифры, и это следующая конфигурация. 84, 87. Эти цифры вы можете нарисовать и на блокноте, и можете нарисовать на руке, на запястье вашей руки, можете нарисовать на входной двери. Они имеют очень сильное энергетическое значение. Когда вы нарисуете, обязательно скажите следующие слова: «Я призываю высшие светлые силы привлечь мою жизнь мне на благо бесконечные деньги». С этого момента открывается дверь к денежному потоку. Пусть будет так сделано. Нарисовали и идете, занимайтесь своими делами. Эту практику вы можете сегодня провести в любое время, когда вам будет удобно. Вот такой, друзья, день у нас с вами 25 ноября. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк. Но прямо сейчас на экране, друзья, увидите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.